Ну что, И пришло снова время здравствуйте. поговорить о вредных привычках и бодибилдинге. Да. Часто, когда нас видят в таком состоянии, говорят, блин, он еще и курит. Да, никогда а не потом курите еще и эту гадость. пьем. Не, ну это отдельно, мы сейчас не за это, сегодня про алкашечку поговорим. Канадская водочка. Хорошая. Короче, бытует такое мнение, что вот кач это только про здоровый образ жизни. И сейчас мы каждый про себя чуть скажет. Ну, во-первых, не знаю, сейчас, конечно, не на часе, как то кажуть, война, все дела, поэтому мы не гуляем, мы тренируемся, там, чем можем, кому можем, помогаем. Вот. Но до этих темных времен, надеемся, они скоро закончатся, тусили мы, да, тусили. Ночные клубы были систематически. А почему? Да потому что я, например, люблю музыку, люблю диджеев, люблю хорошую музыку, люблю хорошо погулять, но я люблю качаться. Я не понимаю, когда я должен что-то исключить ради чего-то. Помнишь, был такой этот Америкос, книжечку выдал, называется «Тело для жизни», а не «Жизнь для тела». Вот. У Андрюхи Совершенно немножко верно. потяжелее, как бы расскажи, как ты совмещал вот эту всю байду со своими соревами, потому что я понимаю, у тебя перегруз был на печень серьезней. Да, я сейчас позволяю себе расслабиться, вот, ну тоже до войны, когда я готовился к соревнованиям. Раньше это было табу, даже не было бутылочки пива. Но как только заканчивался последний турнир, Факт. ребята, расслабление мозга, нервной системы, да, мы не святые. Мы выпивали всегда, мы гуляли, мы тусили. 40 лет я не курил, и пацаны курили все время. То есть мы отдыхали Ну, чуть-чуть. как могли, да. Поэтому было всякое. Было и до зеленых соплей, было Да. по-разному. Да. Было такое, что меня и с дискотеки выносили Короче, пацаны. друзья, ЗОЖ это не про нас. Да. Я вообще против ЗОЖ. Против любых рамок, против диет, против всех ограничений. Да, с мозгами надо. Знаем, как мы уже говорили в ранних выпусках, пацанов, которые представились под это дело, уже царство им небесное. Кто-то себе почки. Ну, знаем и других, которые вот всю жизнь не пили, не курили и рано ушли из жизни. Есть такой факт? Есть. Поэтому ЗОЖ это не про нас. Теперь чуть поподробнее, что касается С2H5OH, спирта, и как он влияет на наш организм. Естественно, когда мы принимаем витамины, печень, наш фильтр, это все чистит. Да? Да. Когда попадает спиртяга, что происходит? Они в печени встречаются. Да? Да. И тут вопрос концентрации. Насколько сильно это можно навредить, насколько сильно можно не навредить. Конечно же, лучше не смешивать, как говорил антибиотик, по-моему, бухло с марафетом. Да. Поэтому как бы риски всегда эти остаются, и не дай бог, конечно, вам на этом плане, на этом поле экспериментировать нежелательно. Но, как Андрей сказал, после соревнований, опять же, это было, вот я свидетель, сколько мы ездили с Андрюхой на соревнования, группа поддержки. Во-первых, это было с едой. Самое главное правило, вот теперь немножечко поделимся грустным этим опытом. Не бухайте натощак. Я прав, братан, или я не прав? 100%. Не бухайте натощак. Вот именно когда вы пьете, неважно, причем обманно там думать, что я пиво выпью там или слабоалкогольные напитки вот это и там еще что-то. Вопрос, можно и пивом напиться, и шампанским, до соплей, чем угодно. Вопрос, если у вас нет еды, то есть оно все усваивается через слизистую желудка и все поступит в печень, и тогда вот будут действительно гайки. Да. Если же вы выпиваете, ну неважно, там 100 грамм коньяку, съедаете при этом сочный стейк, например, или там 150-200 вина хорошего, также под какое-то хорошее блюдо, то в принципе организм, даже возможно метаболизм улучшится. Алкоголь, например, та же водка, это природный растворитель, вернее, ну как природный, вода природная, алкоголь тоже хороший растворитель, который помогает той же пище усвоиться. И если переизбытка не будет в алкоголе по сравнению с едой, то в принципе как бы не так страшен черт, как его малюют. Хотя, конечно, лотерея такая, может сыграть злую шутку, и мы это всегда знали, но, слава богу, выжили. У каждого своя доза должна быть, и все, надо ее не перебарщивать. И, как Костя правильно сказал, плюс еще пища, она поглощает действие опьянения алкоголем, поэтому... Купирует немножко, да. усваивает на себя, его берет. Мы всегда пили для того, чтобы немножко расслабиться, и чтобы нам было весело. И всегда у нас была дискотека, танцы, всегда были какие-то движения, моменты. Это не было кстати, да, это было тупое не на застолье. курсах. Не на курсах. Да, да. Мы отмечали всегда в коллективе Новый год. У нас был хороший коллектив во Флексе, мы проработали. Это были классные корпоративы.
весело гуляли, У меня отмечали последние 8 марта. соревнования заканчивались в начале декабря как раз тоже. И все, и в конце декабря можно было смело гульнуть. И еще у нас была традиция, вот нашей, так сказать, командой, плюс еще было пару человек, так сказать. Летом. Летом мы отмечали День очередную рождения. годовщину нашей совместной работы. Выезжали на море, и там был дискотека до Пили утра. шампанское прямо на берегу. Ели шаурму, жарили шашлыки, пили виски, коньяк. То есть, да, ну это все было как бы позитивно, нормально. Как видите, все живы, здоровы. То есть ничего, в принципе, смертельного не произошло, потому что, ну не знаю, то ли как-то так научились себя контролировать, то ли действительно это было вот все, как, ну можно сказать, межсезонье. Вот, поэтому вот такая вот штука с алкоголем. Да, если человек, вот есть у меня такой знакомый, который не пьет и хорошо при этом себя чувствует, ну, у него хорошая семья, мы тут все, вот я, Андрюха, мы сейчас в данный момент не женаты, скучаем, поэтому, хотя сейчас тоже не бухаем особо. Ну, Ну, все зависит от состояния души и от нервного состояния психофизического каждого индивидуума. Каждый расслабляется как может. Мы расслаблялись именно вот так вот. И это было весело, прикольно. Но мы к этому не призываем. Да, мы не призываем, мы просто вот рассказываем тонкости нашей жизни спортивной. Что мы не зацикленные роботы, мы не сидим на ЗОЖе, мы не отказываем себе в мелочах жизни, потому что живем мы один раз. Поэтому Ну, мы лучше делали прожить- вот лучше так. прожить подольше. Да. И как я Правильно уже- это, неправильно, не нам судить об этом, но мы ни о чем не жалеем, это самое главное. Хотя Мы те получаем ребята, позитив. которые вот могут без алкоголя обойтись, я им очень-очень респектую. Да, молодцы. Есть такие вот, я знаю, да, вот несколько качков, которые вообще не пьют не потому, что они себе не позволяют, не хотят. Им не в Ну, кайф. красавцы, им не в кайф. Не в кайф. Кто-то, мы уже говорили, там траву долбит, кто-то вот от ЗОЖа прется, хотя как-то это выглядит немножечко у некоторых по-сектантски, как будто они себя уговаривают. Там, мы ведем здоровый образ жизни, то не ем, то не пью, то не туда, то никуда. Ну, потом смотришь, а у них там крышка то подтекает местами. Как-то Правильно. это слишком все лицемерно Потому что немного. люди не расслабляются, не могут Я не расслабиться. знаю, расслабляются они или нет, но может они на людях одно показывают, может другое. Мы сейчас просто Мы обсуждаем говорим у нас так, как посиделки, есть. говорим, как было у нас, у наших знакомых, у наших подопечных. В принципе, наверное, большинство парней, которые вот ну, любители, ну там время от времени, да, там курсят, ну под лето кто-то еще куда-то. Сказать, что они бухают, да, у всех бывает, у кого-то чаще, у кого-то меньше. Да, заядлые алкаши есть, но они, это уже как бы не из нашей когорты. не из нашей Они, тусовки. в принципе, у них спорт уходит на третье место, наверное, они больше спортом занимаются ради понтов, что типа, я хожу, я не хожу в зал, да. Да. Вот. То есть среди наших таких нет. То есть у нас всегда был спорт в приоритете, ну, как говорится, ничто человеческое нам не было чуждо. 100%. Поэтому, друзья, как бы никого, опять же, не призываем, ни в коем случае. Если у вас получается отдыхать, расслабляться, ну, а что может в этом помочь? Вам может помочь хорошая женщина, ваш, я имею в виду, спутник жизни. Если у вас есть такая половинка, мы вам очень, как говорится, по-доброму завидуем. Хорошие друзья, если у вас единомышленники, вот как мы летом втроем ездили на велосипедах, купали, это тоже было классно, в принципе, без всякого пива, без Без всякого алкоголя, алкоголя. да. Можем уже по-разному. Кстати, с возрастом мы бухать стали меньше. Да. Реально меньше. Да. Потому что уже понимаем и последствия, о чем вам говорим, делимся. И находим кайф в нашей дружбе и в наших совместных Да, вообще в моментах. бытийности, да. Если есть какой-то кусочек жизни, когда нет проблем, надо уже радоваться от этого. А бухать, не бухать, все равно мы никого тут ничему сейчас не научим. Каждый уже свой выбор сделал. 100%. Ну, может быть, кто-то прислушается, может быть, не прислушается. Чего и вам желаем. Кайфуйте по жизни. Она у вас одна. И выбирайте свою дорогу сами, которую вы захотите. Прекрасный тост. Да пребудет с вами сила. С человеком.